Icy Genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим трибридные наушники от компании Kiwi в коллаборации с Bad Guy Audio и стоимостью $449. И приходят они в небольшой коробке с очень красивым оформлением. Здесь есть изображение самих наушников, есть логотип компании, а также обзорщика Bad Guy Audio, а также здесь указано название этой новой модели Punch. Звучит довольно круто, согласитесь. Я могу сказать вам сразу, что это название, эти наушники определенно оправдывают. Ну а здесь уже у них указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках здесь отвечает динамический драйвер диаметром 10 мм для воспроизведения низких частот, два арматурных излучателя от Knowles для средних частот и завершает все это дело два электростатических драйвера на высоких частотах от Sanyon. Ну а чувствительность составляет 98 дБ и они получили сопротивление 12 Ом. Поэтому сразу скажу вам, что эти наушники довольно легкие на раскачку. Любые современные источники справляются с ними вообще без проблем. Ну а теперь, друзья, давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Небольшой фирменный кейс для хранения наушников. Кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек. Набор силиконовых амбушюр. Ну и две пары защитных сеточек для звуковода. Наушники довольно крупные, полностью выполнены из медицинской смолы и смотрятся они, как по мне, отлично. И мне реально нравится их внешний вид, украшенный небольшими вот такими кристаллами и логотипом компании на правом наушнике и золотистым логотипом Bad Guy Audio на левом. А тут уже у них располагается разъем 2 пин для подключения кабеля, а единственное отверстие для компенсации тут отвели назад и дополнительно защитили металлической сеточкой. Но на внутренней части уже находится маркировка канала и указан серийный номер моей модели. Конкретно в моем случае это E1071. Ну а звуковод тут у них очень хорош. Он имеет диаметр 6 мм, оптимальный по длине, имеет бортик для более лучшей фиксации амбушюр и дополнительно защищен металлической сеточкой. Ну и с посадкой и удобством, как вы понимаете, друзья, тут все отлично, несмотря на то, что эти наушники довольно крупные, но в ушах они сидят хорошо и вообще никаких вопросов к посадке у меня нет, да и звукоизоляция находится на высоте, и лично я уже давно привык к таким более крупным наушникам, и говорю вам как владелец T-Audio Hype 4, что меня это совершенно не беспокоит. Ну а приобрести наушники Kiwi Punch вы сможете прямо сейчас на AliExpress в официальном магазине компании Linsol, либо на их официальном сайте linsol.com. Все ссылки на покупку наушников, как всегда, будут в описании под видео. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат трибридные наушники Kiwi Punch, и вот так выглядит их график частотной характеристики. И эти наушники имеют усиление низких частот на 15 дБ с плавным переходом к области нижней середины, а основной акцент в области верхней середины здесь будет даже поменьше, чем на моем таргете. Поэтому я сразу могу вам сказать, что эти наушники в этой области точно не звучат как-то резко или излишне энергично, и абсолютно точно никакой утомляемости и дискомфорта тут нет, что не может не радовать. Да и высокие частоты удивительно тут хороши и сбалансированы в своей подаче. Они точно не яркие, но при этом и не уходят в какую-то темную подачу. Я бы назвал это просто буквально идеально соблюденный баланс между хорошей техничностью, с детальностью и грамотно преподнесенной музыкальностью и гладкостью, что исключает какие-то неприятные сибилянты и агрессию в подаче этого диапазона. При этом расширение высоких частот тут очень даже хорошее, и они лишь плавно затухают после 15 кГц, что абсолютно нормально. Но вот в сравнении с T-Audio Hype 4 сразу заметно, что панчи куда более басовитые. И казалось бы, тут разница всего 5 дБ. Но поверьте мне, ребята, она очень ощутимая. Слушая панчи на контрасте, переподключая наушники, сразу понятно, что они куда более басовитые. С более мощным саббасом и еще более пробивным мидбасом. Да и в плане качества и скоростных характеристик, как по мне, обе модели одинаково хороши. И как по мне, Hype 4 куда больше
подойдут тем, кто хочет получить более сбалансированную и универсальную под разные музыкальные жанры подачу, без излишнего акцента на низкие частоты. А вот панч — это уже чистый идеал для истинных, настоящих басхедов. Причем обратите внимание, что акцента в области верхней середины у панч будет поменьше, чем у Hype 4. Поэтому они здесь сразу заметно, что звучат куда более нейтрально и гладко. И лично мне здесь они вообще напоминают Танзу Нежа. У них есть вот такая же знакомая мне расслабленная и очень аккуратная теплая подача. А Hype 4 здесь звучат куда более дерзко, энергично и драйвово, с более выделенным вперед вокалом по построению в звуковой сцене. Поэтому, ребята, тут уж смотрите сами, кому что больше по душе. Да и высокие частоты, если вы обратите внимание на график, у них также отличаются. И при сравнении сразу заметно, что у Hype 4 их будет больше, да и в целом они звучат в этом диапазоне куда позлее, потехничнее и повыразительнее, и больше выделяют атаки у тарелок с переходными процессами за счет использования арматурных излучателей от Sanyon. А вот у панч высоких будет немного поменьше, и они звучат в целом куда поделикатнее и чуть поаккуратнее, но при этом, ребята, отмечу, что с по-прежнему хорошей детальностью и прозрачностью. Просто нужно учитывать, что всякие микронюансы чуть больше выделяются в Hype 4, а панч как бы старается донести нам все чуть поаккуратней. И если вот так получилось, что в Hype 4 высоких вам было много, то я думаю, что вы сможете сейчас смело рассматривать панчи на замену Hype 4. Но, конечно, друзья, при условии, что вы чувствуете, что вы реально являетесь басхедом и нуждаетесь в еще большем количестве низких частот. Ну а теперь, друзья, давайте лучше разберем звучание Keywirz Punch более подробно. Низкие частоты в этих наушниках — это, как по мне, их настоящая стихия. Это как они супермассивные, мощные, но при этом предельно четкие и детализированные. Это именно тот случай, когда бас не просто заполняет пространство, а формирует всю звуковую картину, создавая глубину и масштабность звучания. И бас в этих наушниках уходит на просто какую-то запредельную глубину, буквально окутывая слушателя мощной звуковой волной. Но при этом мне нравится, что он не теряет свои текстуры и он не звучит как-то приглаженно или излишне тепло. И самое главное, что он буквально ощущается физически. При этом я отмечу, что в этих наушниках нету ни малейшего намека на какую-то гулкость или какое-то размытие, так как бас остается очень чистым, сконцентрированным и самое-то главное, отлично контролируемым. Да, небольшой заход тут на нижнюю серединку имеется, но, ребята, я думаю, что в случае этих наушников так даже лучше, ибо в таком случае эта область обретает некоторую добавочную пышность и дополнительный вес, что очень хорошо работает как на вокале, так и на инструментах. И прослушивая электронику и хип-хоп, как по мне, это именно те жанры, на которые в первую очередь ориентированы эти наушники, то бас тут дает буквально ту самую фундаментальную мощь, которая делает абсолютно любые треки живыми и насыщенными, а, например, в акустических жанрах позволяет вам отчетливо слышать как глубину контрабаса, так и массивность большого барабана и мягкие вибрации низких нот виолончели. Ну а мидбас, в свою очередь, добавляет вот этой рельефности и драйва. Он очень динамичный, быстрый, упругий, и каждая ударная партия ощущается максимально естественно, барабаны звучат с ярко выделенной атакой, а бас-гитара приобретает тот самый насыщенный звук, где отлично слышно как нюансы дисторшена, так и сатурации и даже мельчайшие вибрации струн. А в роке и металле этот диапазон играет тоже ключевую роль, подчеркивая жесткость гитарных рифов и обеспечивая звучанию очень массивную, такую глубокую основу. Но что особенно меня впечатляет, это абсолютный контроль, и для басхедных наушников, ребята, это просто прям отличный результат, так как несмотря на всю мощь, бас тут никогда излишне не захлестывает, так скажем, средние частоты, не размывает звучание инструментов и не делает звук излишне мутным. И даже в самых плотных треках, где одновременно звучит как раз огромное множество инструментов, он остается очень чистым, четким и отлично читаемым. И при этом всем эти наушники великолепно держат ритм, не позволяя басу как-то замыливаться или терять четкость даже на очень высокой громкости. И поверьте мне, на этих наушниках реально можно спокойно выкрутить громкость чуть ли не на максимум, и бас останется таким же быстрым, энергичным и максимально контролируемым. И я считаю, что это именно тот
тот тип звучания, который идеально подойдет как для глубокого погружения в атмосферу музыки, так и для активного прослушивания, когда хочется просто взять и прочувствовать буквально каждую ноту, каждый удар и каждую вибрацию басового диапазона. И в итоге эти наушники буквально настоящая находка для истинных басхедов. Они дают не просто мощный и массивный бас, а детализированный, текстурный и невероятно выразительный бас, способный передать вам абсолютно всю динамику и энергетику в любой музыке. Ну а вот средние частоты в этих наушниках отличаются по-настоящему нейтральным и естественным характером, но при этом обладают очень заметной теплой окраской, создавая комфортное и максимально плавное звучание. Они не такие энергичные и напористые, как в T-Audio Hype 4, а скорее более расслабленные, мягкие и, я бы сказал, даже более текучие, что делает подачу особенно приятной для длительного прослушивания. Здесь нет какой-то излишней резкости или агрессивных там расставленных акцентов, а наоборот, звук словно вас обволакивает, формируя такую очень уютную и атмосферную звуковую картину. Да, вокал в этих наушниках также звучит очень гладко и аккуратно, без лишней какой-то подчеркнутости или дополнительного выделения. Он не сильно выдвигается вперед по построению, но остается очень хорошо читаемым и достаточно детализированным. Женские голоса передаются с легкой небольшой округлостью, а мужские уже с очень заметной такой весомой основательностью, но без чрезмерно лишней насыщенности в области нижней середины. Да и инструменты тоже сохраняют свою естественность подачи. Например, акустическая гитара звучит довольно мягко и без чрезмерной яркости, а духовые инструменты передаются вам чисто, но с легким таким добавочным и приятным теплом. Но вот струнные уже приобретают красивую и удивительную бархатистость, особенно заметную в самом низком регистре. И благодаря хорошей прозрачности и динамике средние частоты в этих наушниках не теряют деталей и позволяет вам отлично слышать все нюансы записи. Даже в сложных аранжировках инструменты остаются очень разборчивыми, не смешиваются друг с другом, но при этом и не выпячиваются. И как по мне, в этом диапазоне царит буквально идеальный баланс, так как он не давит на вас какой-то своей резкостью, но и не уходит в излишнюю аналоговую мягкость. Все звучит в этих наушниках очень естественно и сдержанно, абсолютно без каких-либо там искусственных арматурных акцентов, что особенно хорошо проявляется как на живой музыке, джазе и акустике, ну и уж тем более в современных музыкальных направлениях, как поп и электроника и хип-хоп. Поэтому это именно та подача средних частот, что делает звучание максимально универсальным, комфортным и расслабленным. Здесь точно нету какой-то агрессивной энергичности или излишней напористости, а наоборот, звук течет на вас максимально плавно, создавая ощущение уюта и глубины. И именно такая настройка делает эти наушники отличным вариантом для тех, кто любит достаточно детальное, но не навязчивое звучание, которое как раз можно слушать часами без какой-либо усталости. Ну а высокие частоты в этих наушниках — это, как по мне, показательный образец баланса и комфорта. Они гладкие и естественные, без излишней какой-то яркости, но при этом остаются абсолютно чистыми и прозрачными. Здесь нету никакого намека там на агрессию или резкость, так как подача у этих наушников максимально деликатная, приятная и абсолютно не утомляющая даже при длительном прослушивании. При этом я отмечу, что высокие частоты тут точно не темные и не приглушенные. Они хорошо читаются, обеспечивая вам необходимую как детализацию, так и воздушность. Но я отмечу, что эти наушники делают это без излишнего какого-то акцента на какой-то добавочной искристости, как уже в более ярких и очень светлых моделях. Но безусловно, в сравнении с T-Audio Hype 4 сразу заметно, что высокие частоты здесь менее выделенные и не столь подчеркнутые в миксе, но при этом сохраняют точно такие же правильные тембры и естественную разборчивость. Тарелки звучат очень ровно, без какого-то лишнего там шипения или остаточного звона, а струнные инструменты передаются вам детально, но без каких-либо жестких атак, а вокал не уходит в лишнюю воздушность, как, например, в некоторых планарных наушниках, оставаясь здесь очень сбалансированным и комфортным в своей подаче. И благодаря отличной прозрачности этот диапазон не теряет деталей. Даже самые тонкие нюансы, такие как реверберация, затухание и различные послезвучия от инструментов, остаются
являются здесь очень хорошо слышимыми. Но самое важное, ребята, что здесь нету какой-то неприятной резкости, которая могла бы утомлять или выбивать из атмосферы музыки. Подача в этих наушниках остается максимально естественной и приятной, делая панчи отличным выбором как для длительного прослушивания, так и для тех, кто ценит хорошую детальность, но не хочет сталкиваться с излишней яркостью или сухостью верхнего диапазона. В итоге высокие частоты в этих наушниках — это не про какую-то чрезмерную гипердетальность или акцент на сверхяркую аналитичную подачу, а в первую очередь про гармонию, тембральную точность и комфорт. Они дают именно как раз то количество информации, которое нужно вам для естественного живого звучания, хорошо сохраняя баланс между детализацией и приятной добавочной мягкостью. Ну а звуковая сцена в этих наушниках — это настоящее погружение в музыку, словно ты находишься внутри объемного, просторного акустического пространства. Она широкая, но при этом не искусственно раздутая, а именно естественная, дающая правильное ощущение глубины и трехмерности. И поверьте мне, глубина здесь выражена отлично. Инструменты располагаются на разных планах, создавая вам красивую многослойность звучания. Все элементы микса ощущаются раздельно, без какой-то там кучности или каши, и с правильным расстоянием между ними, что особенно заметно в треках уже с большим количеством инструментов, например, в оркестровой музыке, где очень заметно, что каждый инструмент имеет свое место и не сливается с другими в одну кучу. Да и ширина сцены очень даже впечатляет. Звук выходит далеко за пределы головы, формируя эффект открытого пространства, и это дает вам отличную атмосферность, создавая некоторый эффект присутствия, будь то это камерная запись или какой-то там супермасштабный симфонический оркестр, и звучание в этих наушниках словно вас туда укутывает, заполняя собой все звуковое поле. И при этом я отмечу, что позиционирование инструментов и источников звука остается в этих наушниках очень точным. Можно отчетливо определить, где находятся барабаны, где расположен вокал, а где уже звучат гитарные партии. И это добавляет еще большей реалистичности и глубины, усиливая эффект полного погружения в музыку. И в итоге звуковая сцена в этих наушниках сочетает в себе отличную широту, глубину и атмосферность, создавая эффект присутствия в буквально самой гуще музыкальных событий. И это не просто какое-то технически проработанное пространство, а поистине живая, захватывающая акустическая атмосфера, в которой хочется оставаться как можно дольше. Ну а вывод по трибридным наушникам Kiwi Ears Punch у меня получился таков. Без всяких сомнений, друзья, это шикарные наушники, которые я смело рекомендую как басхедам, так и любителям истинно нейтральной и очень гладкой подачи. И последнюю неделю я буквально каждый день слушал в основном эти наушники. И я хоть и не являюсь каким-то супер басхедом, но, ребята, скажу честно, мне так нравится их подача, что ну просто невозможно не взять эти наушники и не послушать какую-то музыку хотя бы пару часов в день. Ну реально, так классно они все подают, что просто хоть заслушайся. И радует, что тут и детальности хватает, и прослушивание микронюансов находится на высоте, и никакой крикливости и лишней энергичности в области верхней середины тут совершенно нет. Ну и бас, ребята, это вообще просто какой-то космос, который уносит вас в совершенно другое измерение, из которого реально так и не хочется вылезать. Поэтому, ребята, я смело рекомендую эти наушники к покупке. Ссылка на покупку этих наушников находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.